Добро пожаловать на наш тест обо всем. Здесь вы сможете проверить свои знания и узнать много нового. Готовы погрузиться в мир интересных фактов, загадок и увлекательных вопросов? Начнем весело и с азартом. Какие заболевания лечили с помощью метода лоботомии? Инфекционные, психиатрические, генетические. Лоботомия — это хирургический способ лечения психических болезней, смысл которого заключается в разъединении или разрушении связей одной из частей мозга головы с остальными его участками. Как правило, понятие лоботомия под собой подразумевает разъединение какой-либо из лобных частей с остальными участками головного мозга. Кто автор картины «Девочка с персиками»? Илья Репин, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Валентин Серов. «Девочка с персиками» — картина русского живописца Валентина Серова, написана в 1887 году, хранится в Государственной Третьяковской галерее. Картина была написана в усадьбе Саввы Мамонтова-Абрамцева, которую тот приобрел у дочери писателя Сергея Аксакова в 1870 году. На портрете изображена 11-летняя дочь хозяина усадьбы Вера. Кому приписывают авторство фразы «Я знаю, что ничего не знаю»? Сократ, Платон, Диоген, Аристотель. «Я знаю, что ничего не знаю» — изречение, приписываемое древнегреческому философу Сократу. Сократ пояснял свою мысль так: люди обычно полагают, будто они что-то знают, а оказывается, что они не знают ничего. Таким образом, получается, что, зная о своем незнании, я знаю больше, чем все остальные, утверждал он. Какая из современных птиц имеет самый большой размах крыльев? Странствующий альбатрос, розовый пеликан, беркут, черный гриф. Странствующий альбатрос — одна из самых крупных летающих птиц. Тело у нее достигает длины 120 см, масса взрослой самки — 7-9 кг, самца — до 11 кг. Эти птицы считаются обладателями одного из самых больших среди современных птиц размаха крыльев — до 325 см². Сколько национальностей официально насчитывается в Китае? 45, 36, 56, 28. Официально в Китае насчитывается 56 национальностей. Так как ханьцы составляют примерно 92% населения страны, остальные народы обычно называют национальными меньшинствами. На практике многие малые этноязыковые группы объединены с более крупными, и реальное число этнических групп заметно выше. Так, согласно этнолог, в Китае насчитывается 299 языков, 298 живых и 1 исчезнувший. Где находится горный массив Синегорья? Республика Тыва, Тверская область, Свердловская область, Камчатский край. Синие горы — лесистый горный массив в западной части пригородного района Свердловской области. Длина хребта составляет 28 километров, а высота доходит до 500-600 метров. Высшая вершина хребта является гора Синяя с высотой 600,1 метра в центральной части. Хребет покрыт преимущественно лесом, а на вершинах
Встречаются каменные россыпи, скальные выходы высотой до 30 метров. Название какого знака препинания происходит от латинского слова «разделение»? Запятая, дефис, двоеточие, тире. Приблизительно в середине XIX века в русском языке появился термин «дефис». Это слово заимствовано из немецкого языка. В немецком языке слово «дивис» обозначает тире, соединительный знак, знак деления, а образовано оно от латинского «divisio» — разделение. Попробуйте угадать книгу по 3 словам: «Крокет», «Розы», «Бармаглот», «Маленький принц», «Приключения Алисы в стране чудес», «Война алой и белой розы», «Эффект красной розы». «Приключения Алисы в стране чудес» — сказка, написанная английским математиком, поэтом и прозаиком Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл и изданная в 1865 году. Для чего была изобретена пузырчатая пленка? Оклеивать стены, укрывать грядки, бороться с волнами, шить одежду. Первый прототип пузырчатой пленки придумали в 1957 году Альфред Филдинг и Марк Шаван в США. Друзья были начинающими бизнесменами и придумали новый дизайн обоев. В своем гараже они создали обои из 2 склеенных шторок для ванной. Однако новые обои не оправдали ожиданий. После чего предприниматели предложили использовать материал для теплиц, но и в этой сфере успех не состоялся. Друзья продолжили искать способы использования пузырчатой пленки. Одним из них стала упаковка хрупких предметов. Какой стране принадлежат Шантарские острова? Великобритании, России, Филиппинам, Индонезии. Шантарские острова — архипелаг на Дальнем Востоке у берегов Хабаровского края, в акватории Охотского и Шантарского морей. Архипелаг интересен потрясающей и первозданной дальневосточной природой. Иногда острова окутывает туман, что придает атмосферу неизведанности и дикости. Главная причина, привлекающая туристов на Шантарские острова, — это киты.